Всем привет! Сегодняшний видеоролик будет посвящен герою-наставнице Рафии. Это герой сбалансированного типа. Если мы посмотрим на таблицу справа от героя, то можем обратить внимание, что физическая атака и магическая атака, как физическая защита, так и магическая защита у этого героя имеют равные показатели, что говорит нам о том, что данный герой может играть как физическими войсками, так и магическими отрядами. И одинаково неплохо защищен как от магического урона, так и от физического. Уникальным талантом нашего героя является стрельба, которая увеличивает урон, наносимый отрядами дальнего боя, на 25%. Соответственно, это говорит нам о том, что профиль этого героя — стрелки и отряды дальнего боя. Но это не совсем так. Существуют вариации игры наставницы Рафии на отрядах ближнего боя. И если эта тема вам интересна, можете написать о ней в комментариях. Здесь же будет разобрана только наставница Рафии на дальниках. Переходим к навыкам. Первый — это сверхъестественная сила. Он повышает силу всех дружественных отрядов на 2 хода. С повышением эффект усиливается. Данный баф накладывается как на отряды дальнего боя, так и на отряды ближнего боя. В данном случае прибавка к силе плюс 8 единиц — это порядка 20%. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основная задача наставницы Рафии в бою — это нанести как можно больший урон в первые 2 хода, с последующим добиванием своего противника в оставшиеся ходы. Если же бой затягивается, то на помощь нашей наставнице Рафии приходит ее второй навык, который называется регенерация. Переходим к нему. Регенерация исцеляет все союзные юниты, кроме юнитов темного типа, в течение 2 раундов. Эффект исцеления усиливается при повышении уровня навыка. Стоимость этого навыка достаточно невысокая. Чтобы применить его наставнице Рафии, требуется всего 10 очков души. И в сочетании с талантами нашего героя, а также особенностями в раскачке и в подборе правильного питомца, который также будет подлечивать или усиливать плотность нашего героя, это будет достаточно сильно и добавит к выживаемости отрядов. Примечательно, что если наш отряд будет состоять только из темных юнитов, наставнице Рафии будет попросту не на кого применять эту способность. Таким образом мы можем немного обмануть систему. Итак, переходим к третьей способности нашей Рафии. Называется она Священная Звезда. Эта способность исцеляет все союзные юниты, кроме юнитов темного типа, наносит урон всем вражеским юнитам и удваивает урон призванным юнитам. Эффект удваивается при повышении уровня навыка. Сразу хочется отметить, что вот эта приписка, кроме юнитов темного типа, что наставница Рафии их не исцеляет, она здесь ошибочна. Рафия лечит как темных, так и светлых юнитов, и всех остальных также она лечит. То есть дама достаточно такая беспринципная. В отличие от Архангела, который с темными юнитами вообще ни в каким образом не контактирует. Наша наставница наносит урон всем юнитам противника на поле и подлечивает свои отряды. Также она наносит дополнительный ущерб всем призванным юнитам. Таким образом, в боях с призывателями, в данном случае в бою с некромантом, наша наставница получает определенные преимущества. После второго пробуждения наша наставница получает еще один навык — Орден Креста. Повышает урон юнитов дальнего боя, привязанный к количеству союзных юнитов дальнего боя. Эффект накапливается вместе с уровнем навыка. Навыки, полученные путем пробуждения, подсчитать достаточно сложно. Прибавка к урону присутствует, но она незначительная. По поводу прокачки навыков решать всем и каждому. Я считаю, что в первую очередь необходимо максить сверхъестественную силу. Этот навык считаю у Рафии самым топовым. Далее стоит обратить внимание на Священную Звезду, и советую качать его параллельно со сверхъестественной силой. Далее стоит обратить внимание на регенерацию и прокачивать ее. Следом, когда уже все будет изучено, можно обратить свое внимание на Орден Креста. Этот навык станет нам доступен после второго пробуждения героя. Давайте теперь перейдем к галерее талантов и подберем наиболее подходящие таланты для нашего героя. Искусство харизмы повышает мораль отрядов нашего героя и дает шанс произвести в бою дополнительные действия. Искусство удачи повышает удачу отрядов нашего героя, также дает возможность нанести в бою 150% урон нашему противнику. Сила магии позволит наносить больший урон ультимативной способностью наставницы. Далее у нас искусство сопротивления, которое дает шанс
отрядом наставницы стать невосприимчивым к урону от способностей вражеских героев, а также противостоять попытке их законтролить от овцы мага, купола панды, ослепления архангела. Следом идет талант искусства силы, который увеличивает урон войск наставницы Рафии, что в сочетании с первым навыком наставницы, а также навыками питомцев на урон и прокачкой девушек, можно разогнать нашу силу до неимоверных показателей и наносить огромный урон противнику. Следующий талант искусства молчания, который снижает мораль вражеских солдат. Бронебой дает шанс нашим отрядам проигнорировать вражескую защиту полностью. Подстрекательство увеличивает коэффициент запуска навыков наших солдат. Переходим к выбору наиболее подходящего питомца для игры на наставнице. Из легендарных зверей подойдут и Кирин, и Лис, и Король драконов, и Громовой дракон. Каждый по-своему. Но так как сегодня разбирается наставница Рафи, которая играет через юнитов дальнего боя, хочется выделить двух фиолетовых зверей с ветками дальнего боя, которые также будут интересны людям, у которых дефицит легендарных зверей. Это синий морфа и адский дракончик. При прокачке талантов из ветки дальнего боя наставница Рафи будет увеличивать своим стрелкам их боевые характеристики. Также хочется выделить навык синего морфа, который восстанавливает в конце каждого хода здоровье у определенного юнита, что также добавит выживаемости нашей наставницы. Далее переходим к легендарным питомцам. Громовой дракон обладает навыком, который наносит повреждения вражеским отрядам в начале каждого хода и имеет некоторый шанс оглушить цель. Он также обладает веткой дальнего боя, в конце которой находится талант, который так и называется дальний бой. Тот увеличивает характеристики нашим отрядам дальнего боя, который действует на всех героев. Следом хочется выделить Кирина, навык которого наносит урон одному из вражеских отрядов в начале каждого хода, а также дает 5 очков души. Профильная ветка этого зверя называется «Атаковать». Таланты из этой ветви будут повышать характеристики наших отрядов, их урон. Также стоит обратить, что последний навык из этой ветви будет действовать на всех наших героев и повышать характеристики физической атаки и магической атаки на 12,5%. Перейдем в галерею навыков питомцев и выделим некоторые, которые могут нас заинтересовать. Яростный заряд увеличивает урон для командовых войск в начале битвы. Эффект уменьшается с каждым последующим ходом, пока не достигнет нуля. Повышенная удача. Есть шанс увеличить удачу для командуемых юнитов. Повышенная мораль. Есть шанс увеличить мораль для командуемых юнитов. Урон высокого уровня повышает урон для командуемых солдат ранга Б и А. На последнем уровне прокачки это 25%. Атака высокого уровня повышает физическую атаку и магическую атаку для командуемых юнитов ранга Б и А. Также на последнем уровне прокачки это 25%. Далее мы переходим к пробуждению и обратим особое внимание на схему сдерживания. Наставница Рафи у нас относится к стихии вода и получает определенные преимущества в бою против стихии огня. К стихии огня у нас относится маг Ордена Розы, шаман и рыцарь Феникса. Им наставница Рафи будет наносить больше урона и получать меньше урона. Стихия земли будет напротив сдерживать наставницу Рафи. К ней относятся Пандария, Друид и Лорд стихии. Также стоит обратить внимание, что после первого пробуждения наставницы Рафи становится доступно дополнительное снаряжение, которое называется Святой Жезл. Он увеличивает дальность атаки юнитов дальнего боя. На первом уровне прокачки дальность увеличится на 1 единицу, на последнем уровне прокачки дальность увеличится на 2 единицы. Также стоит отметить, что с повышением ранга этого снаряжения будет увеличиваться харизма нашего героя на 0,1. После второго пробуждения наставницы Рафи будет доступен дополнительный навык Орден Креста, который будет увеличивать урон юнитов дальнего боя. Далее переходим к снаряжению лорда. В первую очередь необходимо поймать на нашего героя, уникальную геройскую вещь, которая увеличит показатели атаки и защиты нашей наставницы, также увеличит ее лидерство и урон от боевых навыков. Сразу же стоит отметить, что при игре через магов и сет скорости у нас могут возникнуть некоторые сложности из-за того, что профильная вещь на магов является тоже меч. То есть две вещи у нас, получается, идут в один слот. Выходом из этой ситуации может послужить создание 7-й вещи и вложение на нее, геройских свойств. Именно геройских, а не на юнитов, потому как это попросту дешевле и будет гораздо проще собрать нужное количество материала. Следующей задачей будет собрать сет скорости.
Если мы посмотрим на набор скорости, то можем увидеть, что две вещи из сета будут увеличивать ХП: армия, арбалетчик, жрица, эльфийский лучник, ледяной феникс, маг и титан. А если мы соберем 4 вещи из сета, то мы увеличим характеристики этих же отрядов на 30%, что является достаточно большой прибавкой. 6 вещей собирать никакой надобности, большого прока от этого не будет. В первую очередь из этого сета нас интересуют сапоги, которые мы можем получить на ранних стадиях, усилить наших ледяных фениксов. А дальше будет достаточно интересен нам амулет скорости, который увеличивает свойства атаки и защиты юнитов маг, а также снизит расход ресурсов при найме их в портале. Следующей вещью нам нужно взять кольцо скорости. Это кольцо увеличивает показатели атаки и защиты юнитов Титан и снижает стоимость их найма в портале. Выбор четвертой вещи из сета зависит от того, в какую ячейку седьмую вещь мы поймаем. Также хотелось бы упомянуть в конце этого видеоролика, что наставница Рафи является замечательным героем для фарма монстров за счет высокой дистанционной атаки, особенно на ранних этапах игры. Она помогает фармить с наименьшими потерями. Также этот герой очень востребован в мобилизациях, где за счет своего родного таланта он усиливает и других героев, использующих в своем распоряжении юнитов дальнего боя. На этом видеоролик можно заканчивать. Всем пока.